Доброго времени всем! Меня очень часто спрашивают последовательность изготовления декоративной подушки в технике вышивки ковровая вышивка. Вот. Хочу краткий обзор сделать, как я изготавливаю декоративные подушки. На ткани, подходящие для декоративных подушек, это может быть турецкий шинил. Очень хорошая ткань, хорошо прокалывается именно ковровой иглой. Постараюсь поближе прям показать. И она очень хорошо смотрится в интерьере, подходит к любому дизайну. Цвета бывают разные. Также портьерная ткань, имитирующая рогожку, или лен ее называют. Она переплетение двунитка, это стопроцентная синтетика полиэстер, но хорошо прокалывается иглой. То есть она хорошо прокалывается, просто великолепно. Вот. Портьерная ткань. То есть смотрите сами, что вы выберете на декоративную подушку. Вот. Беру кусочек ткани, значит, наношу контуры декоративной подушки, наметочным швом или вручную, или на машинке обметываю. Тонкий флизелин, тонкий односторонний клеевой флизелин, наношу на него рисунок. Рисунок наношу через стекло, либо через журнальный столик, вниз ставлю лампу. Если у вас просто есть кусок стекла дома, на спинке стула можно поставить и вниз лампу. Ну, то есть можете присноровиться. Если вот небольшой маленький рисунок перевести, можно даже вот просто через оконное стекло перевести. Вот. Тончайший флизелин клеевой, на него очень удобно нанести рисунок без всяких ухищрений. Вот это я из остатков просто для образца, показываю. Из кусочков тут склеила. Не обращайте внимания, он стоит всего 1,60 рублей. Он есть в любом швейном магазине, этот тоненький односторонний клеевой флизелин. При ширине метр стоит 60 или 50 рублей. В разных магазинах по-разному. Вот. Вы его хорошенько с отпаривателем можете даже приклеить. Это я сейчас, у меня слабенький утюг стоит. Скрипит у меня доска. Прошу прощения. Вот. Приклеивается это все дело. И потом уже, да, как в пяльца, значит, вставить. Бывает так, что кромка узенькая, а пяльца должны, зажим жесткий. Можно пришить просто полоски ткани, приметать, чтобы в пяльце... Вот здесь у меня очень хорошо показано, то есть у меня сразу вторая сторона подушки, уже я ее не отрезала, прям расчертила, и у меня вот здесь кромки хватило, я прямо в пяльце все это вставила. Но если у вас кромочки не хватает, вот как, например, здесь вот, да, здесь вот можно было прострочить полоску ткани наметочным швом и как следует зажимом, да, а потом, когда будете сшивать, уберете. Вот. Значит, вставляю в пяльце, делаю вышивку. После того, как вышивка сделана, по лицевой стороне, значит, я немножечко сильно не придавливая саму вышивку, я отпариваю. То есть вот сейчас у меня утюг здесь. Допустим, берем вышивку. И с изнаночной стороны можно пожестче прямо погладить, а с лицевой чуть-чуть вот с отпаривателем придавливаю рисунок и немножечко паром все-таки я прижимаю вышивку. Ну, что еще можно рассказать здесь? Молния вшивается, соответственно, потом. Так, сейчас я вам покажу еще на образцах. Вот, значит, изнаночная сторона.
Вот видите, тоненький этот флизелин, он абсолютно не мешает на изнаночной стороне. Очень чисто и красиво, молния вшивается, все это держится. То есть можно его оторвать, но я считаю, что зачем его отрывать, он никому там не помешает. То есть он абсолютно чистенько все это сделано. Так, сейчас мы еще здесь расстегнем, покажем. Ну и потом вставляете уже синтепон, покупаете в любом также магазине и делаете любой наперник. У меня здесь тафта, вы, не знаю, вы можете из любой ткани сделать. Вот. Флизелин я не отрываю, вот мне он нравится. Все там чистенько, все. Потайная молния, чтобы это было все красиво, закрыто и только хвостик. Все, спасибо. Ну вот единственное еще, конечно, я всегда рекламирую португальскую иглу Лавор. Рекламирую Инну, москвичка, которая занялась вот продажей этих игл. Я не знаю, где она их и берет. Она продает американские иглы и португальские. У нее есть страница в Инстаграме. Я ссылки под видео на ее страничку дам, кто захочет купить, пожалуйста, покупайте. Потому что я не знаю, где она берет, где она это. Очень хорошая игла. Вот одна из лучших, как ее называет Инна, Лаворушка. Мне так понравилось это название. Игла имеет запасные еще две иглы, тоненькую, среднюю и вот самую толстую для, например, там акрила, более толстых ниток. Великолепная игла. Она прямо вот очень гладкая, ей невозможно поцарапаться, ее невозможно проткнуть руки. То есть вот она заслуживает уважения. Я просто восхищаюсь ей. То есть качество очень легко регулируется вот этим болтом, регулируется длина иглы, значит, соответственно, высота петли. Вот, ссылки дам. Что еще хочу сказать? Вот вышивку я делаю. Мне вышивка нравится. Так, это вот наша пряжа, пехорка стрейчевая, вискоза 95%. А ниточка, она такая вот действительно стрейчевая. И получается вышивка нежная-нежная, как шелк. Она как буклированная, как будто вот такой мелкий каракуль. Очень хорошо лежит вот она в вышивке, и она хорошо смотрится. Поэтому вот мне она нравится. Но единственный минус у этой пряжи, у нее фабричная палитра очень маленькая. Там, по-моему, 20 или 21 цветов. Ну, поэтому, видите, ну, не разбежишься этой пряжи. Вот, Alize Soft Baby. Тут, по-моему, микрополиэстер какой-то, что ли. Тоже пряжа хорошая, интересная. Хорошо идет, вот в португальской иголке хорошо идет. Великолепно. Она такая, ну, приятная на ощупь, как вот, я не знаю, бархат, какой-то плюш, велюр. Цена, так, 90 рублей моточек. У этой цена, по-моему, 110 рублей моточек. Это я все в рознице покупаю, не на оптовках. И вот еще Кэти Вита, какая-то детская пряжа для детского вязания, 100% акрил. Она тоненькая, она такая приятная, она очень мягкая-мягкая. Несмотря на то, что вроде бы, ну, акрил. Акрил же обычно жесткий, а это вот прямо такая хорошенькая. Дайте-ка я посмотрю, какой там состав. Полиамид 55 и 45 акрил. И она такая приятная. Вот она не дает жесткую петлю, она не дает вот такую... Да, то есть вышивка получается какая-то пластичная, мягкая, приятная. Вот это только 3 клубочка. Вообще стоит 50 рублей моточек. В рознице, в простом швейном там магазине покупаю. Ну вот все, что я хотела сказать. Ссылку обязательно дам. Потому что кроме Инны, потому что вот на Эсте этой иглой торгуют, но там англоязычный сайт, я не знаю, какая там доставка, думаю, что Москва все-таки поближе и в любой уголок нашей страны может дойти. Игла там будет стоить, наверное, 900 или 1000 рублей. Она стоит, по-моему, на родном сайте $7. Но вот ее не найти, и доставка может вам обойтись намного дороже, чем купить у Инны. Там, по-моему, бесплатная доставка у нее. Я точно не могу сказать, но уже будете разговаривать, если захотите ее купить, разговаривайте с продавцом.
Я просто говорю о том, что она мне нравится из всего ассортимента инструментов, потому что часто мне в комментариях говорят, почему там петля вытаскивается. Да потому что инструмент плохой. Вот смотрите, во-первых, ушко должно быть идеально отшлифованное, вот это вот ушко гладенькое, потому что если там есть микротрещинки, зацепки, то нить будет цеплять, и, конечно же, петля не получится. Идеально отшлифовано само острие иглы, оно гладкое, оно не порвет ткань, оно именно раздвигает волокна. Сама вот эта вот трубочка, там нить просто, она скользит, она нигде не цепляется. Вот, хорошо регулируется, снимается игла и хорошо регулируется длина петли. То есть вот все требования, которые нужны вышивальщице в этой иголке, они, ну как сказать, они здесь все есть. Поэтому я эту иглу рекламирую. Вот, все, спасибо.